Сегодня я расскажу об очень нежном и в то же время не капризном в уходе цветке, который украсит на все лето и осень любой сад или цветочную композицию. Это лаурентия или изотома. По своей природе это многолетнее травянистое растение, принадлежащее семейству колокольчиковые. Прелесть лаурентии в том, что она хорошо разрастается пышными, объемными кустиками. Ее крона состоит из множества изящных, разветвленных от самого основания побегов и мелких перисто-рассеченных листочков. Лаурентия привлекательна за счет своего ажурного вида и обильного цветения. Уже в конце мая распускается большое количество некрупных цветочков, которые похожи то ли на мотыльков, то ли на звездочки. Они бывают разной окраски – фиолетово-синей, лиловой, розовой или белой. Их диаметр составляет от 2 до 4 сантиметров. Лаурентия привлекает своей малоуходностью и продолжительной декоративностью. Цветочки постоянно раскрываются на смену уже облетевшим. Узкие лепестки изотомы при усыхании осыпаются самостоятельно и не портят внешний вид растения. Вам не потребуется постоянно их удалять, так как в этом не будет необходимости. Форма и размер цветов отличаются от сорта и разновидностей. Кроме своей ненавязчивой красоты, изотома наполнит ваш сад еще и тонким ароматом. Садоводы всего мира оценили этот цветок как выносливый к жаре и засухе и скудному песчаному грунту. А самое главное, что ароматная лаурентия цветет не только обильно, но и очень долго. Ее первые цветочки раскрываются в самом начале лета. Неустанное цветение длится до прихода устойчивых осенних заморозков. Некоторые разновидности изотомы выдерживают кратковременные морозы до -5 градусов. Наиболее распространенные в садоводстве виды лаурентии пазушной и укрополистной. Их высота составляет от 25 до 40 сантиметров. Объем кроны не более 30 сантиметров. Листья тонкие и узкие, с характерными зубчиками по краю. Листва лаурентии также придает цветникам ажурный вид. Цветение начинается с мая и длится до октябрьских заморозков, а в южных садах и того дольше. Родиной изотомы считается Австралия. Там этот стойкий многолетник произрастает среди скал, во влажных расщелинах и на песчаных грунтах. Растение отлично переносит жару и засуху. Предпочитает расти на солнечных участках или в полутени. Благодаря этим качествам лаурентия отлично подходит для выращивания в уличных контейнерах. Ее также высаживают в балконные ящики и в самых разных композициях на верандах, в зонах отдыха или украшая вход в дом. Несмотря на то, что этот цветок терпим к сухости и скудному составу грунта, для обильного и продолжительного цветения кустики все-таки лучше выращивать в более питательном, рыхлом и в меру влажном субстрате. Кислотность подойдет в пределах 5–7,5 pH. Для поддержания высокодекоративного вида лаурентию не стоит подвергать длительной пересушке. При поддержании оптимальной влажности почвы ее листва будет иметь всегда насыщенно зеленый цвет. Из небольших минусов стоит отметить, что в садах средней полосы лаурентия не зимует. Но если вы не хотите заниматься ее ежегодным посевом, просто заберите растения на зимовку в прохладное помещение. Перед этим побеги желательно укоротить и обработать кустики от садовых вредителей. В холодный период времени изотому редко поливают. Подкормки полностью исключают. Ближе к весне вы можете ее размножить методом черенкования. Хотя этот неприхотливый цветок размножают и семенами. Но стоит учесть, что растения, выращенные из семян, зацветут лишь через 4 месяца от посева. А вот вегетативные кустики, те, что были получены из черенков, зацветают очень рано. Вы также можете приобрести уже готовые саженцы лаурентии, которые сейчас продают разные интернет-магазины и питомники растений. Но перед покупкой не лишним будет уточнить, какие это кустики – рассада из семян или укорененные подрощенные черенки. Вегетативно выращенная изотома по сравнению с сеянцами имеет целый ряд преимуществ. Она полностью сохраняет качество материнского куста. Это более крепкие, красивые и ранне цветущие растения. Особенно это касается высокодекоративных засухоустойчивых гибридов, которые выдерживают понижение температуры до -7 градусов. Такие растения лучше размножать черенкованием.
Есть также и более выносливый североамериканский сорт фиолетово-синий лаурентий под названием Best Blue. Он выдерживает кратковременные морозы до -12 градусов и в садах с мягким климатом вполне способен зимовать под укрытием. Интересно, что среди этого растения есть и стелющийся низкорослый вид. Это изотома речная. Она активно разрастается сплошным цветущим ковром и вполне подходит для замены газона и декорирования пустующих мест в саду. Конечно, так активно топтаться по покрытию цветущей речной лаурентии, как по траве, вы не сможете, но с помощью этого вида можно украсить приствольные круги деревьев, расщелины между садовой плиткой и прочие участки в саду. Вырастить изотому из семян также довольно просто. К посевам приступают в феврале-марте. Для самого раннего цветения ее сеют уже с осени. В открытый грунт семена высевают в мае. Свежие зерна имеют хорошую всхожесть, а вот залежалые лучше подвергнуть предпосевной стратификации. В сад подросшую рассаду переваливают, когда устоится теплая, без возвратных заморозков погода. Густота посадки примерно 10 кустиков на 1 квадратный метр. Если же вы хотите выращивать лаурентию в горшке, используйте объем не менее 3 литров. Такие растения также потребуется подкармливать и чаще поливать. Сферической формы кустики изотомы довольно компактные. Благодаря этому ее удобно выращивать на переднем плане клумб, по краю дорожек, создавая из ее цветущей поросли пышные бордюры. Лаурентию также выращивают подвесный кашпо. Особенно она хороша в композициях с более яркими цветами. Тонкие веточки лаурентии с ее нежными цветочками подчеркнут красоту роз, петуний, бегоний, пеларгоний и других цветочных культур. Обычно изотому высаживают по краю горшка, создавая из ее кустиков ажурную подбивку. Радует и то, что этот цветок мало подвержен нападению вредителей и болезней. Наверное, на нашей территории у него пока нет серьезных врагов. А возможно и потому, что листья и побеги изотомы содержат ядовитый млечный сок. И, кстати, работать с ней лучше в перчатках. Это растение пока еще редко встречается в садах средней полосы. Но те, кто уже познакомился с изящной, стойкой и пышно цветущей по осень лаурентией, выращивают этот неприхотливый цветок каждый год. Изотома– это довольно простое в уходе растение, которое придаст вашим цветникам и композициям элементы легкости, воздушности и своеобразной ненавязчивой красоты. Она очень удачно сочетается с яркими и более крупными цветами, разбавляя их красочность и подчеркивая их помпезный вид. Она также идеально смотрится в компании с декоративно-лиственными культурами и даже как почвопокровник. Из любой изотомы получаются очень красивые, пышные бордюры и самые разные цветочные композиции. Поделитесь и вы своим мнением об этом растении. Выращивали ли вы лаурентию? Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. На нашем канале вы познакомитесь с самыми красивыми, неприхотливыми и редкими растениями, которые можно выращивать в саду и домашних условиях. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.